Привет, я Лиза, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео посвящено термину из психологии, которое называется самоисполняющееся пророчество. Звучит очень магически и суперэзотерически, но на самом деле это вполне часто встречающееся явление. Самоисполняющееся пророчество — это предсказание, которое косвенным или прямым образом влияет на реальность и изменяет ее. То есть последствия являются прямым или косвенным результатом самого наличия пророчества. Причем здесь Гарри Поттер? Дело в том, что весь замут Гарри Поттера, почему начинается эта линия и почему Гарри Поттер становится избранным, это потому что Сибил Трелони делает, или в русском переводе Сивилла Трелони, делает предсказание о том, что будет рожден в июле мальчик, который будет по силе противостоять темному лорду, и ни один из них не может жить, пока жив другой. И вроде бы все так и случилось в книге. Почему случилось так? Именно потому, что Волдеморт узнал об этом пророчестве и, по сути, начал охотиться на младенца и действительно с ним столкнулся вообще. И, в принципе, это не Гарри Поттер был равен по силе. По сути, Гарри выжил из защиты своей матери, как мы узнаем позже, или узнаем сразу, неважно. Дело в том, что если бы пророчество не существовало, Волдеморт бы не начал охоту на Гарри, не пришел бы в Годрикову впадину и не стал бы убивать семью Поттеров, и сам бы не был повержен. Это не единственный литературный пример самоисполняющегося пророчества. Я думаю, что все, возможно, слышали про царя Эдипа. Чаще всего мы используем и вспоминаем этот древнегреческий персонаж в связи с Эдиповым комплексом. Но не просто, как мы привыкли думать, убил своего отца, чтобы жениться на матери. Там все было немножко хитрее и запутаннее, и как раз-таки было замешано самоисполняющееся пророчество. И дело в том, что отец Эдипа, Лай, царь Лай, получил от Дельфийского оракула пророчество о том, что его сын его убьет. Он этого, естественно, испугался и пытался это предотвратить. И когда у него родился сын, через 3 дня он его велел связать ему ноги, приколоть их или что-то такое, и выбросить его, я забыла куда. Потом этого мальчика спасла семья обычная, не королевская. Через какое-то время до Эдипа дошло предсказание оракула о том, что ему готована участь убить своего отца. И испугавшись, что он убьет своего приемного отца, поскольку он не знал, что он приемный, думал, что это родной отец, он решает уйти. И чтобы избежать вот этого предсказания. И по дороге встречает своего родного отца Лая, который не знает, что это его сын, Эдип, соответственно, не знает, что это его отец, и между ними завязывается конфликт. Конфликт приводит к тому, что Эдип посохом убивает Лая, потом прибивает Фивы, там сталкивается со сфинксом, побеждает сфинкса и женится на Иокасте, своей матери, жене Лая, вдове Лая на тот момент. Почему это самоисполняющееся пророчество? То есть для него это так сработало для Лая, что он сделал все, он знал о пророчестве, сделал все, чтобы его избежать, но в итоге все эти действия привели к такому же результату. Почему это самоисполняющееся пророчество для Эдипа? Потому что если бы он никогда не узнал об этом пророчестве, он спокойно жил в своей приемной семье и никогда бы не встретил своего родного отца, скорее всего. Но все пошло по-другому, он знал об этом пророчестве и исполнил его. Если вы думаете, что самоисполняющееся пророчество в основном связано с литературой и используется скорее как сюжетный ход, на самом деле это не совсем так. Самоисполняющееся пророчество выдумали именно психологи, а не литературоведы, как могло бы показаться. Как это работает в психологии личности? Есть несколько примеров. Например, если вам говорят то, что «Ой, вы 100% получите эту работу», собеседование лишь формальность, и вы верите, что это не просто... вы можете быть в этом внутри уверены, что вам там, не знаю, подсказали птицы на деревьях, вы сходили к гадалке, или просто вы супер уверены в своих силах, то вы, соответственно, себя ведете немного более привлекательно и расслабленно, и по итогу ваши шансы пройти успешно собеседование, к примеру, когда вы знаете, что ключик-то у меня в кармане уже, они повышаются, потому что вы немножко меняете свое поведение и как-то внушаете людям, что, конечно, идеальный кандидат для этой работы. А вы что, еще не знали, вы не слышали это предсказание? Это же я новый директор этой компании.
хотя собеседуюсь на тестировщика. Но точно так же были эксперименты, и эксперименты социальных психологов, которые специально проверяли, могут ли такие установки, такие пророчества влиять на людей прямо или косвенно. И в некоторых случаях один из экспериментов был проведен на школьниках и учителях, и учителям называли каких-то рандомных детей из класса и говорили, что вот мы там провели какие-то тесты, они делали какие-то фейковые тесты с ними, но они нужны были для исследования, чтобы замерить, допустим, IQ перед началом исследования. И они говорили, вот мы провели эти тесты, и вот там эти несколько человек стоят на пороге какого-то прыжка интеллектуального, и вот в течение 5 месяцев у них будет такой прогресс, типа, смотрите, не проморгайте, у вас тут чудо грядет. И через 5 месяцев они возвращались, делали тесты на IQ, и что они узнавали, что за эти 5 месяцев, в течение которых в основном дети не поменялись, эти рандомные 5 учеников действительно оказывались с подскочившим уровнем IQ, и что доказывало, что это самоисполняющееся пророчество. Ну, и я думаю, что все из нас знают эти страшилки про походы к гадалкам, когда людям говорили, что вот вы умрете в таком-то возрасте, или то, что вы разведетесь через 2 года. Либо же наоборот говорили про то, что вот у вас все будет хорошо с мужем, ничего, что он вас бьет и изменяет, все наладится. И у людей действительно налаживалось. Но это не говорит о том, что некоторые люди могут предсказывать будущее. Это как раз-таки пример самоисполняющихся пророчеств в бытовом личностном уровне. И люди просто, зная, что, допустим, им через 2 года предстоит развестись, люди начинали себя вести как-то, их поведение менялось, и, возможно, это действительно приводило к кризисам отношений. Поэтому не ходите к гадалкам. Но, однако, эта штука работает не только на уровне коллективов и отдельных личностях. Самоисполняющиеся пророчества не редкость и в политике. Как же они работают? Представьте, что во время социологического опроса замечают, что какой-то из не очень популярных кандидатов чуть-чуть, например, более популярный, чем ожидали сами социологи или политологи, и они говорят об этом и делают публичный такой социологический или политологический прогноз, и люди слышат, что вот такой набирающий кандидат, и вполне возможно, что он прорвется вперед, и вообще там все поменяется, и он выиграет. И если даже за него не собирались голосовать, во-первых, это привлекает к нему внимание. Во-вторых, он чувствует больше шансов на успех, и становится, возможно, меняет как-то тактику своего поведения, общения с избирателями. Это все ведет к росту его популярности, и в итоге люди, которые уже вообще, возможно, не знали, не хотели за него голосовать, но ни за что не решили, он у всех уже на слуху, и случается так называемый эффект прицепного вагона, и люди, которые не определились, идут за этим большинством, за тем, кто на повестке дня наиболее популярный. И в итоге он реально становится победителем, хотя, возможно, если бы изначально социологи не пообещали, что он может занять лидирующую позицию, в принципе, ничего из этого бы и не произошло. Однако и он знал это пророчество, и люди знали это пророчество, в этом случае социологический прогноз. И случился такой интересный и неожиданный поворот. Я, честно говорю, не могу придумать пример. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях пример, я буду очень благодарна. По-моему, вообще работает только, там гораздо более сложный механизм, как это работает, но если мы начнем, историк моды Александр Васильев или сайт Pantone скажет, что следующий цвет модный будет цвет фуксии, и все об этом узнают, напишут, и в итоге он реально станет самым модным и самым популярным. И, конечно, задействованы другие еще механизмы, но мне кажется, вот этот факт самоисполняющегося пророчества в моде нельзя исключать. Но хорошая новость в том, или она плохая, может быть, также, то, что есть также self-defeating prophecy.
и что значит саморазрушающееся, самоотменяющееся пророчество. И состоит оно в том, что если человек узнает какой-то прогноз, и он с ним не согласен, тогда это пророчество как раз-таки и не сбудется. Если гадалка вам говорит, вы разведетесь через 2 года, и вы такие, а вот хрен, не хочу разводиться через 2 года, у меня есть своя воля и голова на плечах, и сделаю все, чтобы это не сделать. И как раз-таки, действуя вопреки, вы можете отменить это пророчество и как бы поменять свою судьбу. Возвращаясь к Гарри Поттеру, если бы Волдеморт, узнав о существовании такого пророчества, бы не стал идти на поводу у этого пророчества и решил бы, возможно, просто его игнорировать, даже не то, что действовать вопреки, а просто не действовать, то также оно бы не привело ко всем своим событиям и не привело бы к такому результату, и не было бы 7 книг и 8 фильмов, и продолжений, и всех спин-оффов. В общем, это была бы катастрофа. Вот, но из серьезного, не ходите к гадалкам, изменяйте свою судьбу, включайте голову, и всем спасибо, пока.